Этот маяк работал исправно, все было там на месте, никаких проблем, ничего не предвещало беды. Лампа была вычищена, фитили были подрезаны, все было подготовлено к работе. Но была одна странная деталь. Не было на этом маяке только людей. Всех троих. И вот еще одна странная деталь. Это был маленький скалистый остров посреди Атлантики. Оттуда бежать некуда, спрятаться там тоже негде. И все трое мужчин, которые работали там, исчезли с этого маяка за один день. И больше их никто и никогда не видел. 26 декабря 1900 года к этому острову подошло судно маячной службы, то, которое меняет смотрителей, когда заканчивается вахта у одного. Люди на этом корабле на борту ждали, что это будет обычная рутинная смена смотрителей, но когда они подплыли к острову, их встретила абсолютная тишина. Никто не вышел к пристани их встречать. После того, как корабль дал сигнальный гудок, никто не откликнулся. Капитан судна даже приказал выпустить сигнальную ракету. Но остров и маяк остались без каких-либо движений. Когда один из прибывших поднялся к маяку, его встретила пустая станция маячной службы. Часы на стене были остановлены, очаг уже давно остыл, и все трое смотрителей, которые работали там и должны были находиться там, просто исчезли. Их тела так никогда и не найдут. За следующие 125 лет вокруг этой истории родятся просто огромное множество версий, мифов и легенд. Там будет и гигантская волна, и убийство, и безумие, и проклятие острова, и призраки древних монахов, и даже инопланетян сюда приплетут. Но чем глубже я закапывался в документы этого дела и разбирался, тем яснее я понимал одну странную вещь. Самое интересное здесь это не легенды, самое интересное это факты. Потому что подлинные документы рассказывают историю, которая оказалась намного загадочнее любых выдумок. Привет, друзья! В интернете на эту тему снято уже огромное количество роликов, и все они как один допускают очень много ошибок и неточностей. Выдают мифы за факты. Я решил пойти по-другому. Собрал все улики по этому делу, все, что было известно, имена, факты, версии и разложил на доске в формате детективного расследования, чтобы мы вместе с вами могли пройти этот путь и понять, что же все-таки могло произойти в декабре 1900 года. Поэтому приглашаю вас на такое расследование. Присаживайтесь поудобней. Это реконструкция одной из самых известных морских загадок в истории. Прежде чем начать это расследование, нужно понять, где именно это все произошло, потому что без этого просто не осознать весь масштаб. Флананские острова расположены примерно в 18 милях к западу от острова Льюис во внешних Гибридах. Это несколько скалистых клочков земли, которые затеряны в водах Атлантики. Для большинства из нас это просто точка на карте, но для моряков конца 19 века это место было хорошо известно. И, к сожалению, далеко не по добрым причинам. Моряки их называли «Семь охотников». Позже поймете, почему так. В 1900 году это был, по сути, край обитаемого мира. Место, где человек оставался один на один с океаном. Самый крупный из островов архипелага – Эйлин-Мор. С гельского он переводится как «большой остров». Здесь и разворачивается вся наша история. Достаточно взглянуть на старые снимки, чтобы понять, что служба считалась здесь одной из самых тяжелых во всей системе маяков Шотландии. Почти отвесные скалы, постоянный ветер, огромные океанские волны, зимой штормы тянулись неделями. Суда не могли подойти так долго, что смотрителям приходилось буквально беречь каждый запас провианта. Но дурная слава у Эйлин-Мора появилась задолго до маяка. Сам архипелаг назван в честь святого Фланана. Это ирландский монах, который жил много веков назад. А на Эйлин-Море он как раз и построил, по преданию, свою часовню. Кстати, руины этой часовни до сих пор находятся там. Пастухи в то время с обитаемых островов привозили на Флананы овец на летний выпас, потому что там была сочная трава и ихние ягнята росли крепкими и большими. Но именно на острове Эйлин-Мор, где стояла часовня того старого монаха, старались местные не оставаться на ночь. Поколениями здесь жили поверья о том, что на этом острове
обитает что-то недоброе. Рассказывали о призраках святого монаха, его паствы, о великанах-птицах, и те, кто всегда высаживался на этот остров, даже совершали разные странные обряды, дабы защитить себя от дурного воздействия. Разумеется, к самому расследованию эти легенды никакого отношения не имеют, но запомните их, потому что именно из-за этих легенд вырастут потом мистические версии, и, как вы увидите в конце, кое-что похуже простых легенд. К концу 19 века через эти воды шли десятки торговых и рыболовных судов, и скалы Фланнана собирали смертельную жатву. Помните, я говорил, почему их называли «Семь охотников»? Так вот, потому что в туман и шторм эти острова просто исчезали из виду, и любая ошибка капитана стоила жизни всему экипажу. Поэтому Северное управление маяков решило построить здесь маячную станцию. Ее начали строить в 1895 году. Работа была адская. Весь камень, известь, металл – это все везли морем и поднимали наверх по отвесной скале прямо с качающихся лодок, потому что гавани на острове не было, и на стройку ушло 4 года. И, наконец, 7 декабря 1899 года маяк на Фланнанских островах зажегся впервые. Это была белая башня высотой около 23 метров на вершине скалы. Рядом стояло жилье смотрителей, склады, мастерские, все, что было нужно для автономной жизни на краю мира. Каждую ночь свет маяка предупреждал моряков об опасных скалах. 7 декабря 1899 год. Запомните эту дату, потому что ровно через год и 8 дней маяк погаснет. И это станет началом самой загадки. Хочу рассказать подробно про работу самого маяка, потому что дальше без этого у вас ничего не сойдется. Ночью огонь горит до самого рассвета. Каждую ночь, без исключений. Днем лампу гасят и обслуживают. Чистят гигантскую линзу от копоти, доливают керосин, подрезают фитили, заводят механизм. К вечеру снова все готово к работе. Запомните главное, огонь горит каждую ночь. Поэтому если маяк вдруг темный, это не какая-то лень или сбой, это значит, что зажечь его стало некому. Обслуживали станцию 4 смотрителей. 3 всегда находились на острове, а 4 отдыхал на материке и ждал своей очереди. График был следующий. Каждый из смотрителей находился 1,5 месяца на острове и 2 недели отдыхал дома. Это обычная практика для дальних маяков, она давала людям передышку от тяжелой работы. В декабре 1900 года на Эллен-море несли вахту 3 человек. Они делали свою работу, как каждый день и сотни раз до этого. Никто из них не догадывался, что через несколько недель их имена появятся в газетах по всему миру. Любое расследование начинается с одного вопроса. Кто были эти люди? Давайте познакомимся. Джеймс Дюкат, 43 года, он был главным смотрителем больше 20 лет на маяках Шотландии. Начинал еще мальчишкой. Он был опытный, надежный и очень уважаемый. Женат, 4 детей. Родом он был из приморского городка Арброд. И вот еще одна деталь, которую потом, спустя много лет, расскажет его дочь. Дюкат поначалу не хотел идти на Фланнан. Он говорил, что это слишком опасно, что у него, мол, жена и 4 детей, и он не хотел. Но начальник управления маяков Мюрхет, он очень верил в него как в надежного смотрителя и уговорил его. Запомните этот момент, потому что в конце это отзовется. Томас Маршалл, 28 лет, 2-й помощник. Он был самый молодой и единственный, кто был не женат. Бывший моряк. И вот одна деталь, которая позже объяснит его поведение в тот роковой день. Однажды маршала оштрафовали на 5 шиллингов, а для него это были ощутимые деньги, за то, что он в шторм не убрал оборудование и снаряжение, которое числилось за ним на маяке. Повторять эту ошибку и получать еще один штраф он никак не хотел. И третий, кто тогда был на маяке, Дональд МакАртур, 40 лет. Вот здесь внимание, потому что про него очень часто врут и путают его имя. Во множестве статей и роликов его называют Уильям МакАртур. Это ошибка, которая кочует из пересказа в пересказ, из ролика к ролику. Уильям — это совсем другой человек, мы дойдем до него чуть позже. А этого смотрителя звали Дональд.
Следующее, то, что часто путают, это сама должность МакАртура. МакАртур не был штатным смотрителем этого маяка, он был подменным. Официально эту должность называют occasional. Таких привлекают, когда кто-то из штатных смотрителей выбывает. И вот как раз в декабре 1900 года он замещал заболевшего коллегу, который был штатным смотрителем того маяка. По характеру он отличался от двух других, которые там были. Он был бывшим солдатом, был также женат, у него было 2 детей. И как отмечали знавшие его люди, человек он был горячий, вспыльчивый и способный сорваться. Эту черту потом положат в основу одной из самых мрачных версий. К ней мы еще дойдем. Следующим штатным смотрителем был Уильям Росс. Он был первым помощником, и именно его подменял МакАртур. Росс тогда был на больничном, и заболел он тоже не случайно. Годом ранее его покалечила грузовая рельсовая дорога на этом острове. Та самая дорога, по которой поднимали бочки с керосином. Росса тогда увезли на лечение. Вдумайтесь в эту развязку судьбы. Если бы Росс не пострадал, в тот день на маяке был бы именно он. И может вся эта история была бы именно про него. Или ее не было бы вовсе. Но место Росса занял Дональд МакАртур. 4-м штатным смотрителем того маяка был Джозеф Мур, 3-й помощник смотрителя. В тот момент Мура на острове не было, он по графику отдыхал. Мур сидел дома с семьей и понятия не имел, что происходило в тот день на острове. Именно ему выпадет судьба первым прийти на маяк и обнаружить, что он пуст. Итак, давайте закрепим, потому что это важно. Вахту в тот день несли 3 мужчин, опытный командир, крепкий молодой помощник и горячий подменный. Несколько месяцев они работали вместе, знали остров, хорошо знали друг друга, и в декабре 1900 года несли обычную зимнюю вахту. Ничего не предвещало беды. И вот еще один важный человек, без которого этой истории просто бы не было. Это Роберт Мюрхет, суперинтендант, глава Северного управления маяков. Большой начальник. Именно он нанимал каждого из смотрителей. И скажу больше, когда маяк только запускали, летом 1899 года, Мюрхет целый месяц прожил с этими людьми на острове, налаживая станцию своими руками. И именно он будет расследовать их исчезновение. То есть это будет не какой-то левый чувак со стороны, который не знал, что там происходит и не знал этих людей, а это будет тот человек, который работал с ними бок о бок. И в самом конце своего сухого официального отчета он позволит себе одну строчку, от которой сжимается сердце. Но до этого мы дойдем в финале. Пока просто запомните его лицо. Мне важно, чтобы вы запомнили их не как фамилии на карточках, а как живых людей. Дюкат, маршал, МакАртур, командир, моряк и солдат. У каждого из них семья, дом и своя история. Через пару недель все 3 исчезнут без следа. 15 декабря 1900 года. Поздний вечер. Мимо островов идет трансатлантический пароход Арктор. На мостике капитан Холман. Он держит курс из американской Филадельфии в шотландский порт Лид. Около полуночи в скверную штормовую погоду Арктор проходит траверс Фланана. И Холман замечает неладное. Маяк не горит. Помните правило? Свет должен гореть всю ночь, без исключения. Холман потом скажет прямо, он был уверен, что должен видеть свет огня Эйленмора. Но острова стояли черными. Он отметил это в своем судовом журнале и пошел своим курсом дальше. И вот здесь один очень важный момент, который почти все рассказывают неправильно, и я сам поначалу попался. Принято думать, что именно капитан Холман поднял тревогу, и поэтому к маяку бросились спасатели. Так вот, все было совсем не так, и правда оказалась куда более жуткой. Когда Арктор дошел до порта, Холман доложил, что маяк не горит, но дальше произошло вот что. По неизвестной причине это сообщение не привело к какой-то немедленной проверке станции, потому что до Северного управления маяков эта информация дошла уже с большим опозданием. Тревогу никто не поднимал и никто не знал, что с маяком что-то не так. И о том, что на острове беда, по сути никто даже не подозревал. И вот еще одна важная деталь. Судно Гесперус, которое вышло к Эйленмору, оно шло не по сигналу спасения, оно шло обычным штатным рейсом, чтобы привезти на смену отдохнувшего смотрителя и забрать одного из 3 домой. Команда и понятия не имела, что идет не на смену, а на место трагедии.
Штатную ротацию должны были провести еще 20 декабря, но 6 дней штормов держали судно у берега. Гесперус под командой капитана Джеймса Харви смог подойти к острову только 26-го, на второй день Рождества. Получается жуткая ирония. Маяк простоял темным больше недели, охватились троих не потому, что кто-то забил тревогу, а потому что подошел рутинный рейс. Уже через полчаса один из прибывших поднимется по ступеням, толкнет дверь и увидит то, о чем будут спорить 125 лет. Я нашел информацию о том, кто был тогда на борту. Это почти нигде не упоминается. А зря. Итак, капитан Джеймс Харви, его помощник Маккормик, Алан Макдональд, который был смотрителем буев, и матросы, среди которых был Ламонт и Кэмпбелл. И, разумеется, сам сменный смотритель Джозеф Мур. Он как раз возвращался из отдыха на свою смену. Это был обычный сменный рейс, и никто не ожидал беды. Но уже на подходе к острову капитан Харви понял, что что-то не так. Обычно смотрители, которые находились на острове, встречали судно. Всегда поднимали флаг, всегда готовили на пристани пустые ящики под припасы. Но ни флага на флагштоке, ни ящиков на пристани и ни единой фигуры на скалах не было. Харви дал долгий корабельный гудок. В ответ тишина. Запустили сигнальную ракету в серое небо. Тишина. С острова никто не ответил. Тогда на воду спустили шлюпку и направили ее к восточной пристани. К острову погребли двое. Джозеф Мур и второй помощник капитана Маккормик. Без помощи с берега было пристать тяжело. Встречать было некому, и шлюпку с трудом подвели к причалу. Но наверх к самому маяку первым поднялся именно Мур. Это было логично, потому что он был смотрителем этой станции, знал там каждый угол и быстрее всех мог сориентироваться и понять, что же произошло. Мур поднялся по 160 ступеням, которые были вырублены прямо в скале. Шел он один, в тишине, и как он потом напишет, у него нарастало чувство нехорошей тревоги. Наружная калитка была закрыта, но не заперта. Главная дверь маяка была тоже прикрыта, но не заперта. Так закрывают, когда выходят на минуту и собираются вернуться. Мур толкнул дверь и вошел. И вот сейчас внимание, потому что дальше я расскажу то, что Мур нашел в маяке. Именно эту версию того, что он нашел, очень любят приукрашать и выдавать мифы за действительность. В конце мы сравним то, что знают все, и то, что было на самом деле. Я расскажу только то, что было официально задокументировано в рапорте самого Мура и в телеграмме капитана Харви. Внутри было пусто, холодно и тихо. Часы стояли. Это подтверждено документами, телеграммой Харви и отчетом. Они были не сломаны, просто их никто не заводил, а механические часы той эпохи заводили вручную каждый день. По остановившимся часам мы прикинули, что беда случилась около недели назад. Очаг был холодный, и по остывшей золе было понятно, что его не разводили уже около недели. Кровати пустые и не убранные. И вот точные слова Мура. Они важны. Пустые в том виде, как их оставили рано утром. Не разворошенные, ни следы борьбы. Люди встали обычным утром, как всегда, и ушли заниматься делами. Это будний день, а не ночной кошмар. Запомните это, когда дойдем до выдумок. А сам маяк был в идеальном порядке. Лампа вычищена, емкость с керосином наполнена, фитили подрезаны. Кухня прибрана, даже посуда вымыта. Мур смотрит на все это и сам, как штатный смотритель, понимает, что вся дневная работа была сделана. Люди не сорвались в утренней панике. Они спокойно довели дела до конца, а потом исчезли. И теперь деталь, которая станет главной уликой во всем деле. У входа висела штормовая одежда одного из смотрителей. Или, как ее еще называют, oilskins. Это такие куртки и штаны, пропитанные маслом и не пропускающие воду. В шотландский декабрь выйти на открытую скалу без них это было просто немыслимо. По итогам расследования, которое будет позже проводить Мюрхет, он заключит, что эта куртка принадлежала МакАртуру. Это значит, что МакАртур, в отличие от своих коллег, выбежал наружу без штормовой одежды, в одной рубашке. Вдумайтесь, в декабрь на скалу, по которой бьет ледяной атлантический шторм,
Без куртки выбегают только в одном случае, когда нет ни секунды на сборы, когда что-то случилось, что-то поважнее, чем холод и страх. Потом Мур спускается обратно к шлюпке, где его ждет Маккормак. Они вместе садятся и плывут обратно на Гесперус, чтобы доложить обстановку капитану Харви. По прибытию они рассказывают о том, что маяк пуст, никого из смотрителей не было обнаружено. Тогда капитан Джеймс Харви принимает решение отправить на остров 4 человек: Мура, буймастера Макдональда и матросов Ламонта и Кэмпбелла. Ребята обыскивают весь остров целиком, прочесывают маяк сверху донизу, потом весь остров полностью еще раз пересматривают. Этот остров меньше квадратного километра. Заглянули везде. Ничего. 3 мужчин на острове не было. Тогда Харви садится писать телеграмму, и это первые слова в истории об этой загадке. Я приведу их дословно, потому что в них слышно живого человека, который пытается осознать то, чего понять не может. Точно, пока не забыл, хотел сказать про первое разоблачение. Это знаменитая канарейка, которая была в клетке единственным существом, которое нашли на маяке смотрители. Ее обожают вставлять в каждый пересказ, говорят, мол, найдена была канарейка единственная, никого на острове не было. Нашли только птицу в клетке, и то она была типа изнеможенная, ее давно не кормили. Так вот, это тоже, скорее всего, миф, потому что ни в каких подлинных документах этого не зафиксировано. Ее не было ни в телеграмме Харви, ни в рапорте Мура, то есть, скорее всего, 99% это миф. Почему 99? Потому что смотрители часто держали действительно птиц, всяких там канареек, попугаев. Это было распространенной практикой. Так что, возможно, 1% из 100 действительно была канарейка, но официально это нигде не задокументировано. Но вернемся к телеграмме. И вот эта телеграмма, отправленная капитаном Харви 26 декабря, дословно. На Фланане случилось страшное несчастье. 3 смотрителей, Дюкат, Маршал и Подменный, исчезли с острова. По прибытии сегодня днем на острове не было видно ни признака жизни. Дали ракету, но ответа не последовало. Высадили Мура, он поднялся на станцию, но смотрителей не нашел. Часы остановились, и другие признаки указывают, что несчастье случилось около недели назад. Бедняги. Должно быть, их сбросило со скал, или они утонули, пытаясь закрепить кран. Хочу обратить ваше внимание на 2 вещи. Первое. МакАртура он не называет по имени, а называет Подменный, по должности. Это не от уважения, а просто Харви еще тогда не знал, кто именно из резервных был на смене. То есть это была такого рода бюрократия. Вторая и главная вещь — это то, что уже по горячим следам в первой телеграмме опытный капитан склоняется к шторму и несчастному случаю у крана. Он также оставляет на острове своих 4 людей. Это был Мур, буймастер Макдональд, матрос Ламонт и Кэмпбелл. Они должны были поддерживать огонь, что бы ни случилось, чтобы свет маяка снова светил кораблям. А сам капитан, оставшийся частью команды, уходит обратно на Льюис, чтобы передать эту телеграмму со страшной вестью. И вот что я хочу, чтобы вы еще поняли про капитана Харви, потому что его часто любят недооценивать во всей этой истории. По сути, это он был первым следователем на месте. Это он первым попытался объяснить, что случилось. Это он организовал поиски, и это он принял решение оставить людей на маяке, чтобы не дать погаснуть и чтобы свет маяка снова светил кораблям. И именно его телеграмма стала первым официальным документом всего этого дела. С нее, по сути, и начинается наш архив, который мы с вами сейчас разбираем. Настоящее расследование начнется позже, через 3 дня, но первый камень заложил именно капитан Харви. А теперь на минутку представьте людей, которые остались поддерживать свет маяка на этом острове. Никто, кроме Мура, вообще не должен был находиться там, потому что только Мур был сменным смотрителем, а другие члены экипажа вообще к этому отношения не имели. Это была рождественская неделя, они остались на скале, где только что бесследно пропали 3 человек. Ночью они несли вахту, зажигали огонь, а днем каждый день, снова и снова обыскивали каждый метр острова, надеясь напасть хоть на какой-то след. На 2-й и 3-й день остров они уже
Прочесали вот просто до каждого кустика, но ничего найти так и не удалось. А 29 декабря на остров прибывает тот, кто должен был разобраться, что произошло на самом деле. Это был Роберт Мюрхет. Тот самый, который нанимал всех смотрителей, и тот самый, который с ними прожил месяц, когда они только открывали эту маячную станцию. Хочу сразу сказать, что он работал не как какой-то охотник там за сенсацией, он работал как инженер, холодно, по фактам, и то, что он нашел, потрясло даже его самого. Мюрхет подтвердил все, что описывал Мур, и занялся документами станции. Он отметил в своем отчете, что последняя запись на грифельной доске сделана Дюкатом утром 15 декабря. Грифельная доска – это своеобразная доска, как в школе, на которой писали мелом. Они на ней делали служебные пометки для того, чтобы не тратить бумагу и чернила, потому что они были очень дорогие в то время. Вот какие записи остались на доске. Кастрюли вымыты, кухня прибрана. Получается, тот, кто в день исчезновения был за повара, успел закончить эти дела. Следующая. Лампа вычищена, емкости с керосином полны. Вся работа была сделана. Значит, люди исчезли уже после нее, днем 15-го. А потом он пошел осматривать остров. На Эллин-море две пристани, восточная и западная. На разных сторонах, получается. Восточная пристань была в полном порядке, ровно как в прошлый визит, когда он там находился, ее ничего не трогало. А вот западная сторона заставила этого хладнокровного инженера написать в своем сухом официальном отчете фразу, которую я приведу чуть позже дословно, потому что от этой фразы до сих пор бегут мурашки. Человек, повидавший всякое, сам с трудом верил в то, что он видит своими глазами. Сейчас поймете почему. Я буду называть цифры, и в них весь ужас этого места. Деревянный ящик со швартовочными веревками. Он был закреплен на скале на высоте 33 метров над уровнем моря. Чтобы вы понимали, это примерно крыша 11-этажного дома. Ящик был разломан и содержимое раскидано. Железные перила, которые были вмурованы в камень, были погнуты. Рельсы грузовой дороги, той самой, которая годом раньше покалечила Росса, она была вырвана из бетонного основания. Каменный блок весом больше тонны, представьте примерно вес легкового автомобиля, он был сдвинут с места. И самое главное, на вершине утеса, на высоте 60 метров над морем, это 20-этажный дом, был содран дерн. Не размыт дождем, а именно сорван полосами на 10 метров вглубь от края обрыва. И дерн сорван не хаотично, как будто ветер там что-то его вырвал, а он был вырван именно ровными полосами от края внутрь острова. Будто что-то перехлестнуло через вершину и, откатываясь, утащило за собой пласты земли обратно в океан. Уточню сразу, чтобы не было путаницы. Это не значит, что волна была 60 метров высотой. Это значит, что следы разрушения обнаружили на этой высоте над уровнем моря. А вода, получается, она когда бьется об отвесные скалы, она взлетает гораздо выше, чем сами волны. Она, получается, своеобразным фонтаном бьет и может достигнуть уровня 60 метров. Это высота, до которой именно добралась вода, а не сам рост волны. Вот теперь та самая фраза Мюрхеда. В отчете он написал, что повреждения на такой высоте трудно себе представить, если не увидеть своими глазами. Опытный инженер фактически написал: «Я не понимаю, как такое возможно. Что должно прийти с океана, чтобы вода добралась до вершины скалы на высоте 20-этажного дома и содрать с нее землю?» Вот с этого вопроса начинаются все версии. И первая версия самого Мюрхеда. Отчет Мюрхеда лег на стол 8 января 1901 года. И вот как он по уликам реконструировал тот день. Подчеркну, это всего лишь версия, реконструкция. Свидетелей не осталось, и доказать каждый шаг невозможно. Но следы на острове складываются в нее лучше всего. По мнению Мюрхета, события могли развиваться так. 15 декабря
Во второй половине дня надвигался шторм. Дюкат и маршал оделись по-штормовому и спустились к западной пристани, закрепить тот самый ящик с веревками, который был на высоте 33 метров, пока его не сорвало ветром. Это была рутинная работа, и помните, я раньше говорил про штраф маршала. Получается, терять снаряжение во второй раз и получать штраф он точно не хотел. МакАртур по протоколу оставался наверху. При маяке кто-то всегда должен быть на посту. И в какой-то момент он увидел в окно или услышал что-то, что заставило его сорваться с места. Может, он увидел стену воды, может, он увидел, что двое внизу в беде. И в этот момент, по версии, с океана пришла она, одна единственная чудовищная волна. То, что моряки звали выдумкой, а ученые небылицей. Она могла подняться по западной стене острова, перехлестнуть вершину и забрать всех троих. Дюката и маршала внизу за работой, а МакАртура, когда он был в одной рубашке и бежал к ним на помощь. И важно то, что эта версия, она объясняет практически все. Куда делись люди? Их смыло в океан. Почему нету тел? Потому что холодная глубокая Атлантика и тела унесло течением. Почему двое были одеты, а третий был в рубашке? Двое работали, а третий выскочил, потому что у него даже не было лишней секунды на сборы. Почему вечером не зажегся свет? Потому что зажигать его стало попросту некому. Почему разрушена только западная пристань, а дерн сорван на вершине? Потому что это и был маршрут самой волны. Все сходится в одну точку. Казалось бы, что дело можно закрывать, так как логичная картина. Опытный следователь это все разложил, и все сходилось и было на своих местах. Но дело не закрыли до сих пор. И вот почему. У версии Мюрхета была одна смертельная несостыковка. Чтобы доказать его правоту, миру понадобилось еще 95 лет. Основная проблема версии Мюрхета была в том, что в 1900 году наука официально не верила в волны такой силы. Считалось, что предел океана это 15, максимум 20 метров. Волна, способная добросить воду до вершины утеса и сорвать там землю, это оказалось байкой из матросских кубриков. Какой-то бред, которому не было места в серьезном отчете. Версию Мюрхета приняли как несчастный случай, но в чудо-волну всерьез никто не поверил. И только в 1995 году пришло доказательство. Первое в истории, зафиксированное приборами. В новогоднюю ночь на норвежской нефтяной платформе Драупнер в Северном море датчики поймали волну высотой 25,5 метров, вдвое выше всех соседних. Ее так и назвали «Волна Драупнера». Именно она заставила науку признать: волны-убийцы реальны. Они приходят из ниоткуда и бывают вдвое выше всего вокруг. Получается горькая и красивая вещь. Мюрхет в 1900 году по следам на скалах описал именно такую волну. Возможно, он оказался удивительно близок к истине. За 95 лет до того, как наука смогла это подтвердить. И не дождался этого дня. И все же это версия. Прямых улик нет. Ни тел, ни обломков шлюпки, ни клочка одежды. Океан не оставил ни единой зацепки про самих людей. И вот в эту пустоту, в это наверняка не знает никто, 1,5 века люди вписывают совсем другие объяснения. Следующая версия – это убийство. Помните вспыльчивого МакАртура? Вот на нем она и держится. По этой версии на острове, отрезанном от мира, в декабрьской тьме между мужчинами вспыхнула ссора. Дошло до драки, и все трое сорвались со скалы. Или есть еще такая самая мрачная версия. Она гласит о том, что МакАртур убил двоих, а потом не вынес того, что совершил, и сам шагнул с обрыва. Но эта версия, она бредовая, потому что против нее твердые факты. Внутри маяка не было никаких следов борьбы, не было ни крови, ни сломанной мебели, ни перевернутого ничего. Наоборот, все было убрано, работа была сделана, посуда вымыта, драки явно так не выглядят. Поэтому эту версию всерьез никто не воспринимает.
Следующая версия — это несчастный случай при работе. По сути, ее еще высказал капитан Харви в самом своем первом отчете в своей телеграмме. Смотрители пошли крепить снаряжение у пристани, и их смыло. Это, в общем, та же волна, только без громкого слова «волна-убийца». Самая обычная будничная версия. И может оттого она и самая правдоподобная. Ну и, конечно, не обошлось без мистики. Морские чудовища, которые утащили всех смотрителей. Призраки монахов с той самой часовни, которая находится недалеко от маяка. Корабль-призрак, что, мол, пришел какой-то корабль, погрузил всех смотрителей на свой борт и вместе с ними куда-то уплыл. Потом похищение какими-то неведомыми силами, инопланетянами. Существует даже легенда о 3 гигантских черных птицах, которые взлетели с острова, когда подходил Мур. Все это, конечно, фольклор. Ни одного подтверждения этому нет. И про птиц, инопланетян и чудовищ, конечно же, сам Мур в своем рапорте ничего не указывал. Я называю вам эти версии не для того, чтобы там посмеяться и так далее, а чтобы вы увидели, что там, где у людей нет однозначного ответа, что когда не существует однозначных твердых доказательств и объяснений того, что произошло, именно в такие моменты рождаются мифы, легенды и всякие мистификации. И вот теперь самое время вспомнить, с чего я начал, потому что пора отделить вот эти все выдумки от реальных фактов раз и навсегда. Мы подходим к тому моменту, ради которого, собственно говоря, я и начал весь этот ролик, ради чего я все это затеял. Я обещал в самом начале, что почти все, что вы раньше слышали про эту историю, это выдумка. И сейчас я вам это покажу и докажу наглядно. Как именно легенды победили документы. Миф первый, самый знаменитый, будто Мур входит вовнутрь маяка, и на столе стоит недоеденный обед, накрытый стол, какая-то нетронутая еда, и один из стульев валяется. Будто его кто-то опрокинул, будто люди в каком-то ужасе выскочили, даже не доели обед, и даже один смотритель не успел одеться. Так вот, ничего в документах подобного нету. Ни в телеграмме Харви, ни в рапорте Мура, ни со слов каких-то других свидетелей, которые присутствовали непосредственно при обыске самого острова. Никаких слов про накрытый стол, еду и опрокинутый стул не было. Это выдумка. И знаете, откуда она взялась? В 1912 году, через 12 лет после этой трагедии, английский поэт Уилфрид Гибсон написал балладу. Называется «Flannan Isles». И вот он ради драматизма дорисовал накрытый стол, нетронутую еду, опрокинутый стул и так далее. Стихотворение, это, которое он написал, очень прославилось, и оно разлетелось по всему миру. И его уже начали пересказывать, как будто это реальные факты. Так получилось, что строчки этого поэта превратились в улики, которых никогда не было. Вот этот самый момент, когда легенда победила реальные документы. Следующий миф часто слышу и видел, что многие говорят, что будто бы были найдены записи в журнале о том судном дне. Будто маршал написал, что к ним пришел шторм страшнее всех, которые он видел за 20 лет, что Дюкат притих и молится, а суровый МакАртур даже плакал. Это тоже выдумка. Мюрхет изучил и журнал, и грифельную доску. Там ничего подобного не было. Там были обычные рабочие записи про погоду, про ветер, про показания барометра. И последнюю запись сделал Дюкат утром 15 числа. Никаких там слез, надписей про молитвы, вот этого всего, что я перечислил, этого не было. Это и логично, потому что люди всю жизнь прожили у берегов Шотландии, видели шторма, и это была ихняя работа, а не какой-то там повод для истерики. И самое легендарное, также я уже говорил, это канарейка. Ее тоже
часто приписывают. В отчете ее не было, и это не подтверждено. А теперь вдумайте сами, зачем вообще все это дорисовывали, потому что и так правда, без каких-то выдумок, страшнее любого домысла. Остановившиеся часы, холодный очаг, пустые кровати, оставленные обычным утром, когда люди просто встали, еще не подозревая о том, что случится дальше. Одна единственная куртка на крючке и мертвая тишина на скале посреди океана. Мне кажется, тут даже ничего выдумывать не надо, потому что это все и так очень мрачно и ужасно. И все эти выдумки лишь мешают увидеть настоящую трагедию. Сейчас я расскажу именно все факты, которые зафиксированы и подтверждены документами без единой догадки. Маяк зажгли в декабре 1899 года, а ровно через год с небольшим он погас. Следующий факт. 15 декабря 1900 года пароход Архтор увидел маяк темным. Это последний день, когда станция жила. Последняя запись Дюката была также сделана утром 15 числа. Факт следующий. О беде узнали случайно плановым рейсом Гесперуса 26 декабря, потому что сигнал о темном маяке потерялся в бюрократии. Следующий. Станция была пуста и прибрана. Часы стояли, очаг был холодный, работа дня была сделана. Факт следующий. Одна из штормовых курток осталась на станции. По итогам расследования ее связали с МакАртуром. Значит, он вышел без нее. Следующая – это западная пристань. Она была разрушена до высоты в 60 метров. Восточная пристань была цела. Следующий факт, что ни тел, ни каких-либо клочков одежды или останков смотрителей не нашли никогда. Вот и все, что мы знаем точно. Все остальное – реконструкция, версии и догадки. Самая правдоподобная версия – это, конечно же, гигантская волна, которую Мюрхет описал за 95 лет до того, как наука признала такие волны. Но доказать ее 100% тоже невозможно, потому что свидетелей не осталось. Сегодня в деревне Бресклет на острове Льюис, где жили семьи смотрителей, стоит памятник. Бронзовая волна накрывает маленький каменный маяк. На камне 3 имени. Открывала этот памятник Кристина Маклин. Это была родственница того самого Дональда МакАртура. Джеймс Дюкат, Томас Маршалл, Дональд МакАртур. 3 мужчин, которые просто несли вахту. Чистили лампу, заваривали чай, ждали смену, писали письма домой. И у каждого из них на берегу остались близкие. У Маршалла и МакАртура по жене и 2 детей, а у Дюката осталось целых 4 детей и также жена. И помните, вначале я еще говорил, что Дюкат он не хотел сюда ехать, а Мюрхет его уговорил. Так вот, тот же Мюрхет, который лично нанял этих всех смотрителей, месяц он прожил на скале с ними, теперь приехал расследовать их гибель, и в самом конце своего отчета он рассказал такой факт, что он был единственным, кто потом пожал им руки, попрощался и уехал с острова. То есть получается, человек, который уговорил Дюката взять этот пост и нанял остальных, сам стал тем, кто потом расследовал это дело. Этой строчкой отчет и заканчивается. Эйлин Мор стоит и сейчас. С 1971 года маяк уже автоматический, люди там больше не нужны. Свет зажигается и гаснет сам по таймеру. Каждую ночь, как и было заведено. Вот все дело целиком. Факты, мифы, версии. Я обещал, что почти все, что вы знаете, окажется выдумкой, и показал, как эта легенда раз и навсегда подменила документы. Накрытый стол – выдумка, опрокинутый стул – тоже выдумка, слезы в журнале – выдумка, канарейка не подтверждена, а правда проще и страшнее. 3 мужчин, зимний шторм и волна, которая смыла их всех и которую честный следователь описал за 95 лет до того, как наука признала, что такие волны существуют в принципе. Но тел так и не нашли.
И полной точки в этой истории до конца поставить нельзя и по сей день. Может, поэтому она и держит нас вот уже 125 лет. Море забрало их тела, но забрать их историю не смогло. Вот такая история. Я попытался собрать ее для вас честно, наглядно, без всяких приукрашений и дешевой мистики, чтобы у вас наконец сложилась полная картина того, как это могло быть в тот роковой день. Если вам понравился данный формат и то, как я это вам рассказал и разложил, то лучшая благодарность от вас — это ваш лайк и подписка. Честно признаюсь, что я только недавно начал свой путь, и каждый ваш лайк, каждый комментарий дают мне сил двигаться дальше. Напишите в комментариях версию, которая, по вашему мнению, больше похожа на правду. Волна, шторм или инопланетяне. Возможно, у вас есть какая-то своя версия, вы можете также ее написать. Мне будет приятно и интересно почитать. Также расскажите темы, которые вы бы хотели увидеть в таком исполнении, как архивное расследование. У меня, конечно, есть свои идеи, но мне важно и интересно ваше мнение. Спасибо, что досмотрели до конца, берегите себя и до встречи в новых видео.